Bak bunca gürültünün içinde ilk kez içim sessiz. Çünkü senin yanındayım. Herkesin arayıp bulamadığı şeyi ben bulmuş gibiyim. Kanada'ya gitmedin, döndün, her şey düzelecek mi sandın? Sen ne yaptın anne? Ne vardı bu kadının elinden öyle? Bu kadar yakıcı ne biliyordu bu kadın söyle. Aradığımız cevaplar İstanbul'da. Burası. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Какое новое измерение откроет отношения Джихана и Алии, когда они спят в одной постели? Когда и кто заметит, что Алия добавила фотографию Джихана к ожерелью, подаренному ей Джиханом, вместе с фотографией своего сына Дениза? Обидит ли Садакат Мини? Почему Джихан кричит на Садаката, что ты натворил? Расскажет ли Наре Шахину, что находится у Мини? Что сделает Ипек, когда Демир Кая признается ей в любви к Зерин? Джихан отправляется в Стамбул, чтобы узнать, и что там произойдет. Отношения Джихана и Алии, когда они спят в одной постели, выведут их отношения на новый уровень, где их больше невозможно будет скрывать. Эта сцена не только о единении, она также о двух раненых сердцах, ищущих убежище. До сих пор Алия жила с чувством нерешительности в сердце, присутствие сына Дениза, боль, пережитая в прошлом, и тень барана постоянно тяготили ее сердце. Но решительная позиция Джихана, его громкое признание в любви и, наконец, поцелуй в губы, не давший Алье уйти, разбили все ее страхи вдребезги. Для Алье разделить с ней одну постель стало символом доверия, для Джихана принятием связи, которая теперь неразрывна. Всю эту ночь они делились своими прошлыми ранами и давали обещания на будущее. Проснувшись утром, они впервые почувствовали покой в глазах Альи и глубокую благодарность в глазах Джихана. Этот союз превратил их отношения из тайны в те, которые они стали еще яростнее защищать от своих семей. Презентация Джихана, которую Аля поместила на свое ожерелье, стала одним из самых трогательных символов этих отношений. Хотя фотография Дениз – самая крепкая связь в жизни Алии, если бы рядом была фотография Джихана, это показало бы, что Аля нашла для Джихана такое же место в своем сердце. Сначала глаза Джихана наполняются слезами, когда он видит свою фотографию на сияющем ожерелье на шее Алии. Для него этот жест выразит любовь Алии гораздо сильнее слов. Он обнимет Алью и скажет: «Теперь я знаю, что у меня есть место в твоем сердце». Позже Садакат Ханем увидит ожерелье и придет в ярость. Для нее это ожерелье станет олицетворением предательства барана. Эта маленькая деталь разожжет пламя настоящей войны. Гнев Садакат Ханем не ограничится одним лишь ожерельем. Она сделает все возможное, чтобы заставить Мини замолчать и в конечном итоге, не колеблясь, отвернется от нее и навредит ей. Документы, находящиеся у Мини, станут для нее величайшей угрозой. Эти документы раскроют козни Экмела, тайны смерти барана и темные стороны семейного прошлого. Садакат Ханем будет настолько напугана, что эти документы будут обнародованы, что сама загонит Мину в угол. В этот момент Джихан узнает правду и взорвется от гнева, крича на мать: «Что ты наделала, мама?». Джихан не сможет смириться с тем, что его мать зашла так далеко, чтобы причинить вред людям ради защиты своих интересов и ненависти. Эта сцена создаст резкий разрыв между Джиханом и его матерью, и их связь никогда не восстановится. Ситуация Нари станет отдельной драмой в этой серии. Нари, узнав содержание документов, находящихся у Мины, больше не может нести это бремя и расскажет Шахину. Шахин будет шокирован тем, что он узнает, поскольку эти документы раскроют темную правду, которую скрывали и Экмел, и Садакат Ханем. Шахин хочет немедленно принять меры, чтобы защитить Нари, но эти документы станут причиной серьезного конфликта между семьей Альбора и Экмелем. Нари, пытаясь поддержать мужа, также будет страдать от разрыва отношений с собственной семьей. Тем временем, признание Демира в любви к Ии и к Зерин вызовет новый виток семейной ссоры. Ипек будет глубоко разочарована, услышав эти слова. Хотя Ипек раньше думала, что сможет найти свое место в сердце Каи, осознание того, что ее сердце на самом деле бьется для Зерин, станет для нее сокрушительным ударом.
Возможно, она набросится на Зелен со слезами, а может быть, тихо сдержит свой гнев и выразит его другими способами. Зелен же попытается защититься от Ипек, но в глубине души будет смущена признанием своих чувств к Кае. Отъезд Джихана в Стамбул станет одним из самых интригующих событий эпизода. Им движет желание узнать, кто такая таинственная женщина, которую он видел у могилы Барана. Преследуя эту женщину в Стамбуле, он столкнется с тайнами прошлого Барана, о которых больше никто не знает. Она расскажет ему нечто, что полностью выведет Джихана из равновесия. Возможно, всплывет новая зацепка, объясняющая смерть Барана, а может быть и тяжкий грех, совершенный семьей Альбора в прошлом. На этот раз в Стамбуле Джихану придется столкнуться с угрызениями совести, и, вернувшись к Алие, он решит начать жизнь совершенно иначе. Эти события вызовут цепную реакцию. По мере того, как отношения Джихана и Алии становятся все крепче, гнев Садакат Ханем будет постоянно загонять их в угол. Нария и Шахин окажутся в центре новой войны из-за документов. Любовный треугольник между Демиром, Каей, Зерен и Ипек станет еще сложнее. Тайны, которые Джихан привезет из Стамбула, разрушит не только семью, но и судьбы всех. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.